Радио М. Американский десант, часть 3. В эфире «Вечер лайв». Не переключайтесь. У каждого инструктора должен быть свой инструктор с большим жизненным опытом. Меня зовут Евгений Гольцов. Добрый вечер. И я с удовольствием хочу представить молодую пару, которая сейчас появилась у меня в студии. Буквально несколько часов назад приземлилась в Киевском аэропорту. И они тоже что-то увидели, и они тоже чем-то интересным, и я бы даже сказал опытным, сегодня смогут с нами поделиться. Я представляю Боб и Дайан Суини. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Я прежде всего хотел бы сказать, что я наслаждаюсь вашим присутствием в студии. Вы... Взаимно, оно тоже очень нравится. Вы очень яркая и красивая пара. Beautiful couple. Thank you. Спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, что сделало вас такой яркой и красивой парой? Я бы хотел услышать эту душещипательную историю. Such a beautiful couple. Why do you think? Я думаю, потому что мы влюблены. We've only been married less than half a year. 5 months. Еще только 5 месяцев, как поженились. То есть вы считаете, что это именно из-за 5 месяцев? So, because of you're so young in love. That's why, right? Yeah, only 3/4 of a century. Прожили я прожил вот 3/4 столетия, а вот вместе мы живем всего 5 месяцев. Это весело. Да, но не я, какие 3/4? Мне всего 71. My child bride. Да, ребенок мой тут, да. Я приглашаю всех присоединиться к нашему стриму, потому что именно включив и увидев нас, вы увидите всю прелесть и красоту этой замечательной молодой пары. Ну, конечно, мы шутим, но юмор — это часть их взаимоотношений. It's such a beautiful atmosphere here. И мне нравится то, что Боб и Дайан шутят и очень открыты к тому, чтобы просто рассказывать о себе. And that's good that we're laughing together and you're open to talk about yourselves. Let's do that. Absolutely. У вас началась новая жизнь. So, you have new life. Yes. Right. Да. Вы сияете. And you're smiling, you're bright. That's great. Great to see that. Вы просто, Но как иначе, конечно. Вы просто распространяете что-то такое, что переполняет вас внутри. And honestly, there's something that flows out of you, guys. That is, you're pleasant to be around. Well, thank you. It's great to be in love. Exactly. And we're around such pleasant people that it's easy to feel very happy and joyful. Ну, конечно, и нас окружают такие приятные люди, что нам легко быть тоже приятными людьми. Но вы знаете, вот я буду говорить смело и честно, вы меня извините. I'll be honest and direct.
if you don't mind. Но романтизм в таком возрасте я вижу впервые. This is the first time that I see such a beautiful romantic love with people who are over. Oh my! Well, may it spread here in Ukraine. Для того приехали в Украину, чтобы поделиться вот этим счастьем. Да? Я впечатлен. It's never too late to fall in love. Никогда не поздно влюбиться, говорит Дайан. Вы знаете, никогда не поздно влюбиться станет слоганом сегодняшнего эфира вместе с вами. This is gonna be our slogan for today. It's never too late to fall in love. Я приглашаю всех присоединиться к нашему стриму и звонить нам по номеру 0800 30 14 13. Для вас это совершенно бесплатно. В студии мы примем ваш звонок, и вопрос Бобу и Дайан вы можете задать в прямом эфире. У меня... Я бы хотел услышать вашу историю. Историю, можно сказать, вашего первого знакомства. Your story. How did you meet? Well, I'll go back just a little bit earlier than that. Давайте я чуть-чуть дальше, да, начну издалека. My former wife had Parkinson's disease. Моя жена, с которой я жил раньше, моя первая жена, у нее была болезнь Паркинсона. I took care of her for 15 years, and she had, she was fairly healthy, but her health declined, and she could see that life was going to end soon, and so she told me. Она болела 15 лет, и, была долгое время стабильна, но потом она уже понимала, что дело движется к концу. She said, give me a year after I pass away. И она была настолько спокойная, она говорит, знаешь, Боб, дай мне год памяти. Вот когда я уйду, дай мне год. And then she said, you have to look forward. You need to find a mate. А потом говорит, не думай о прошлом, а думай о будущем. Ты должен найти хорошую женщину. She said, life is going to go on for you, and you need to have someone to love and to be with. И моя жена говорит, жизнь для тебя будет продолжаться, и тебе просто нужно найти человека, которого ты будешь любить. It was a great gift. Это было как некий добрый, великий подарок от нее. So after a year, I started looking for a wife. И год я посвятил ее памяти. И после этого я открыл глаза. And God woke me up one night and said, you need to go to Houston, which was 3 hours away, where I had grown up, where I had lived 50 years. И я жил недалеко от Хьюстона. Как-то ночью просыпаюсь и прям слышу, будто Бог мне говорит, тебе нужно ехать в Хьюстон. And so he said, and take out your old friends to eat. Он говорит, встреться со своими друзьями, пригласи их в ресторан, пообедать вместе. And the third week, I was going 2 or 3 days a week. And the third week, I took out a former pastor, Christian pastor, that had been my pastor in the 1980s. Я встретился в один из этих визитов, я встретился со своим старым пастором, который был моим пастором в 80-е годы в Хьюстоне. And I told him after we were eating, he had a long time, he had the afternoon off. And so he said, well, who are you looking for? What kind of a lady? And I told him, and he said, you described Diane. И мы сидим, общаемся, мы хорошие друзья. Yeah. И он говорит, ты вот какого человека хотел бы встретить? Можешь описать? И я описал человека, которого я хотел бы встретить. Он говорит, так ты Дайан описал. And I knew this same pastor from the 1990s when he was the pastor at my church. А я этого пастора знала с 90-х годов, когда он был пастором моей церкви. And we became very close friends. И мы стали довольно близкими друзьями. And stayed in touch with each other, just as Bob and he had stayed in touch with each other. И мы жили в разных городах теперь уже, но продолжали отношения, просто помнили друг о друге, перезванивались.
But I was single and had been for 35 years. Но я была одинокой женщиной последние 35 лет. I had had a very bad marriage and never wanted to be married again. Первый мой брак был очень тяжелым, очень неудачным, и я решила, что никогда больше. But the pastor called and said, Diane, I have a man that I think you should meet because you have so much in common with him. И этот пастор мне звонит и говорит: Дайан, у меня есть человек, я просто хочу, чтобы ты с ним познакомилась, потому что у вас так много общего. So he told me about Bob, Он and I рассказал мне о thought, Бобе. he sounds like a person I'd like to have as a friend. И я подумал, ну, это был бы неплохой друг. Почему нет? Почему не познакомиться? So I agreed, and Bob called me, and we set up a date. Согласилась, и мы назначили свидание. Какая все-таки работа пастора важная, я понимаю. Those pastors do such important work. We had him perform our wedding ceremony. Он производил наше бракосочетание. And he said he had never been a matchmaker. И он говорит, я никогда в жизни не сводил людей. Это впервые. And that this was a great honor for him. И для него это было так интересно, так радостно, приятно. And what he told us in our wedding ceremony during the sermon was that we had both done so much with our lives already. И он, когда вот говорил во время этой брачной церемонии, он говорит, и вы так много уже сделали в своей жизни. That he thought God must have something very special in mind that the two of us would be, only the two of us would be able to accomplish it if we were together. И он говорит, поскольку у вас были такие богатые жизни, теперь вдруг Бог захотел взять и соединить в вашей жизни, это, наверное, что-то будет супер особенное для вас. Я имею несколько вопросов, которые очень хочу вам задать, но у нас есть телефонный звонок, поэтому я вывожу слушателя в эфир. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Любовь. Да, Любовь. Очень приятно слушать историю гостей в студии. И у меня есть вопрос. Вот возраст вроде бы такой не очень молодой. И мне интересно, были ли люди, которые говорили, что зачем вам это в таком возрасте, может быть, не надо. Ну, то есть какое-то, может быть, осуждение они встречали. И вообще, зачем им это надо? Спасибо. Зачем им было жениться в таком возрасте? Спасибо, Любовь. Очень хороший вопрос. If you don't have any of those questions, I will ask you. Why do you need that? Being together. From my end, Ну, со своей стороны. everybody I told about Diane said, "Go for it." Все мои друзья, я как только расскажу о Диан, они все говорят, Боб, давай. Sounds like a great potential marriage. Звучит просто отлично. Это может быть, в этом что-то есть. And from your side? А как с вашей стороны? Most of my friends were single, and they said, "Are you kidding?" И большинство из моих друзей, они одинокие женщины, они говорят, ты что, вообще с ума сошла? They couldn't believe Они не могли that поверить. I would be interested in dating someone, Они much less marrying them. Они не могли поверить, что я готова встречаться с кем-то, не говоря уже о браке. But once they met him, because he came to my church, Но он приехал, познакомился с моими друзьями в церкви, тогда... then they said, I can see why. Тогда они говорят, He's very special. Понятно, этот человек особенный, это настоящий мужчина. Мне даже не дают возможности задать вам вопрос. У нас еще один телефонный звонок. Вы в эфире, слушаю вас. Добрый день. Вы в эфире, говорите. Так, пока вы сообразите, говорить вам или нет, я скажу, Боб, я не знаю, что-то там, какие-то технические вопросы.
Боб, у вас очень замечательные друзья. И я бы хотел, чтобы... И я бы хотел, чтобы в вашем возрасте, когда я буду таким, у меня были друзья такие, которые меня поддерживают во всех хороших делах. I want to be such a friend, and I want to have such friends. Thank you. А еще вы молодец в том, что вы произвели впечатление на подруг Дайан. And you are so smart, inspiring and impressing the friends. Diane, that was a good move. Но у меня к вам есть вопрос. Точнее, у нас есть опять телефонный звонок, попробую его взять. Вы в эфире. Вы в эфире. Добрый день. Теперь вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юлия. Я звоню из города Киева. Я, к сожалению, не слышала весь эфир, но вот попала, и очень мне интересно. Хочу задать вопрос гостям. Можно? Пожалуйста, вы в эфире. Я знаю такую ситуацию, когда женщина в Индии, по-моему, 80 ей или там лет было, она, в общем, родила. И это был определенный смелый такой поступок. Вы в таком уже почтенном, зрелом возрасте стали семьей. Скажите, для этого нужна определенная отвага? Это один вопрос. И второй вопрос. Говорят, что когда появляется новая семья, есть этот период притирки. Когда люди женятся в зрелом возрасте, притирка такая же или ее нет? Спасибо, Юлия. Очень хороший вопрос. Usually people have time when they're trying to adjust. How is it in your life? In the first few months, I mean, being in love is one thing, but adjusting to one another is a different thing. Adjusting for me hasn't been too difficult. Для меня было не сложно. And she's just, we just fit together. We have such great interest together that the things that we're different about don't matter. And we've agreed there's some things we don't always agree upon, like anybody. У нас так получилось, что очень много схожих интересов. И какие-то вещи у нас разные. И мы как-то договорились, но приходим к этому, что давайте не будем думать слишком много о вот этих неважных вещах, в которых мы расходимся, а концентрироваться на том, что у нас общего. For me, it's been... Go ahead. For me, it's been more of an adjustment because Bob had been happily married for years. Для меня чуть-чуть сложнее, потому что Боб был в счастливом браке многие годы. But I had been single for 35 years. А я в течение 35 лет жила одна. So I'm having to learn how to be a partner. И для меня научиться быть партнером, научиться жить вместе с человеком, делиться с ним, думать о нем сначала, потом о себе. Sometimes it's hard. И это нелегко иногда. But for us to be happy, I need to do that. And for me to be a better person, I need to do that. И для того, чтобы наша семья была счастливой, я чувствую, что я должна это делать. Но не только это, для того, чтобы расти как личность, я должна вот эти шаги предпринимать. И я их предпринимаю. And I want to do all that's best for Diane. So I want to take care of her, provide for her, and to what always is best for her. Стараюсь быть хорошим мужем, стараюсь финансово поддерживать, естественно, ее и со всех сторон, ну. And also, when you get married, you have created a whole separate being. There is the husband, and there is the wife, and there is the marriage. And you have to make decisions and change yourself to make the marriage stronger. And I'm having to learn to do that. Когда люди женятся, ну вот муж, жена, и они творят нечто новое, семью как таковую, брак. И для того, чтобы он был живым, крепким, настоящим, нужно изменяться. И я пытаюсь изменяться, пытаюсь расти в этом направлении. У нас есть телефонный звонок. Я хочу вывести в эфир. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ирина.
Ирина. Очень приятно, Ирина, пожалуйста. Вот, я хотела бы сказать спасибо нашим гостям. Вот, они молодцы, они подтверждают выражение, что всем возрастам, любовь покорна всем возрастам. Вот, но я бы хотела спросить, какой совет молодежи, вот, молодым людям, которые еще не вступили в брак, вот они могут дать для того, чтобы их семьи были крепкими и чтобы молодежь не делала ошибок. Спасибо, очень хороший вопрос. What kind of advice would you give to the young people? When we dated, we agreed that когда мы встречались, мы договорились, что that the most important thing was to respect each other. Мы договорились, что мы для нас самое важное будет это уважение друг к другу. And being a Christian, that means that you don't have sex until after marriage. И для нас, как для христиан, подразумевается то, что у нас нет секса до свадьбы. And so we dated and focused on just getting to know each other better. И мы посвятили это время, когда мы встречались, для того, чтобы узнать друг друга лучше. And we found that we had so many common interests that we wanted to work on together that, as I said earlier, the things we differed about, we agreed we'd have those understandings, but we didn't dwell on them. We didn't talk about them. You know. What kind of? I like to cook, and he likes to eat. Да, у нас много общего. У вас хороший тандем. Мне нравится готовить, а Бобу нравится кушать. Это прекрасный тандем, я считаю. Good tandem, yeah. What other things? What are the things we have in common? Что у нас общего? We are both very active Christians. Мы активные христиане, мы в церкви активны. And we are very avid prayers and work with our prayer team at our churches, where we came from, and now together. В наших церквях, мы были в разных церквях, и там мы были в молитвенных группах. Но мы любим вот молиться, собираться с друзьями. And we both like rocks. И нам нравятся камни. Вот это увлечение. Наше хобби. A hobby is called rock hunting, where we мы охотимся за камнями, minerals and fossils. За специальными минералами и минералами. У нас есть телефон, звонок. Я сейчас выведу в эфир. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь. Добрый вечер. Меня зовут Лена. Я звоню из города Кривой Рог. Очень приятно, да. Я хотела вот поинтересоваться у такой опытной пары, могут они посоветовать, у меня скоро свадьба в июле, как вот правильно подготовиться к браку, чтобы не допустить, возможно, каких-то ошибок? Могут они поделиться на своем опыте? Спасибо, Лена. Пожалуйста, и вам спасибо. Is what I said before, you have to realize that the relationship, the marriage, is a new thing that you're going to create, and the decisions that you make from the time you get married. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что вы творите вообще что-то новое. Семья это вот новое. И вот раньше не было, сейчас оно будет. И для этого. The decisions that you make must be to benefit the marriage, the unity, the union, the communion, the fellowship. И для того, чтобы ваш брак был крепким, вам нужно принимать такие решения, которые будут растить его, которые будут его укреплять, будут укреплять союз, который между вами, будут укреплять общение, которое между вами. И вот для этого нужно работать и, соответственно, решение принимать. It keeps you from being selfish. И это помогает забыть о своей самости. And learn to share. И научиться делиться. Вот так. The most important thing is, as Diana is saying, is to focus on what is good for the other partner. Да, хорошо. Think of them first, and you have to give up yourself. You're still yourself, and you have to keep your health up, and you have to take care of
yourself so that you can be В contribute to the браке family. нужно думать о себе, это нормально. Нельзя переставать думать о себе, но нужно стараться как можно чаще думать о своем партнере. And pray a lot. Right. И and we pray a Дайан lot. добавляет, We pray и together. молиться. We pray together a lot. И Бог говорит, молиться вместе, это помогает. Yeah. То есть мы сейчас говорим о том, что должны быть какие-то общие ценности, которые объединяют вас, формируют вас вместе. And that bring you together. Какие-то общие ценности, которые могут стать основанием, на котором вы вместе что-то строите. Builds the foundation. Вы знаете, недавно у нас была очень популярна книга «Любовь живет 3 года». Книга так называется. Я встречал немало семей, которые разбили это утверждение. I met several families that lived in love for more than 3 years. Скажите, какие ценности сегодня могут быть самыми главными врагами долгой семейной жизни? So we are speaking in these three different installments. We are speaking about values. What values Могут быть врагами. Enemies of goodness? What values can be enemies? Enemies. Enemies of Selfishness. Number one. Selfishness. Самолюбие. Номер 1. Самолюбие. А еще? Another one. Give us 3. Okay. That would destroy unfaithfulness. Неверность. Right. And not mistrusting. You have to trust each other. И недоверие. Нужно друг другу доверять. Anything that would be Not being honest. deceitful. Not being honest Yeah. would be И с другой стороны, нечестность и недоверие. yes. Right. Соответственно, да. Вы знаете, вот вы говорите те вещи, которые абсолютно укладываются в наше общество. То есть для нас совершенно понятно и приемлемо думать так же, как и вы. We Ukrainians understand what you're saying. We are the same in some ways, huh? Yeah. People are the same the world over. Да, люди по всему миру одинаковые. Мне кажется, что ценности — это как раз то, что абсолютно одинаково для каждого человека, в какой бы стране он ни жил. I think when we speak about deeper values, that's where we are the same. Cultural differences is one thing, but deeper values is throughout humanity are the same. И я надеюсь, что через несколько дней, которые вы проведете здесь и встретитесь с разными людьми, So I hope in the next few days you'll meet Ukrainians. Я надеюсь, что через несколько дней вам будет, наверное, что вспомнить о том, скольких людей вы вдохновили своим примером. So I hope then that you will be inspire a lot of people here in Ukraine by just being yourselves, being a good example. Я не перестаю наслаждаться и получать удовольствие от того, что я на вас смотрю. I'm just having fun sitting here, communicating with you. I'm having a good time. Я любуюсь вами. Like you guys. We like you right back. Мы тоже тебя любим. Я уверен, что современные технологии позволят еще большему количеству людей увидеть вас, услышать вас и принять для себя эти важные советы. So I think a lot of people will listen to you, will see you on Facebook, and will take some things that you said to heart. И от себя я очень благодарен вам и хочу вам сказать, вы такая прекрасная молодая пара. Thank you so much for being here. Appreciate you, young kids, being here. Thank you for asking us. Bob and Diane Sweeney. Меня зовут Евгений Гольцов, и это уже финальный аккорд в нашем американском десанте. Встретимся через неделю.
каждый день наполняют нашу жизнь своими заботами. И, казалось бы, в этой жизненной суете мы растворяемся, не оставляя следа. Но это не так. Мы совершаем поступки. Что нами движет и куда мы идем? Один из вечных вопросов, на который мы ищем ответы в передаче «Вечер лайв». Меня зовут Евгений Гольцов. До встречи через неделю. Ви слухаєте Радіо М. Можливість.